Всем привет! Не за горами Новый год. Пора готовить рождественский кекс «Штолен», который я готовлю каждый год. Готовлю под съемку. Рецепты у меня каждый раз разные, хотя результат всегда одинаковый. Это невероятно вкусный кекс из сочного сдобного теста с высоким содержанием изюма, орехов и обильно посыпанной сахарной пудрой. Мне понадобится 3 куриных яйца. У меня яйца категории С. К яйцам добавляю 125 грамм сахара. Все хорошо перемешиваю до очень легкой пены. Добавляю 275 миллилитров молока. Молоко у меня комнатной температуры. Добавляю примерно 40-50 грамм растительного масла. Растительное масло можно заменить размягченным сливочным маслом, увеличенным в объеме раза в 2. Все это нужно хорошо размешать. Штолен я готовлю на закваске. Закваска опара у меня уже готова. Созревала она 8 часов. Здесь 200 грамм закваски опары. Выкладываю закваску опару в глубокую миску и добавляю к ней жидкую массу, которую я приготовила. Еще мне понадобится стакан грецких орехов. Объем стакана 250 миллилитров. Орехи нужно перемолоть в блендере в не очень мелкую крошку. Выкладываю орехи в миску, опять все хорошо перемешиваю. Для дополнительного вкуса можно еще сюда добавить щепотку соли и цедру одного лимона. Выкладываю 780 грамм просеянной пшеничной муки, у меня мука первого сорта. Начинаю замес теста сначала с помощью деревянной лопатки, затем перехожу на ручной замес. Получилось вот такое тесто. Замешивала я его без тестомеса. Замешивается это тесто легко и достаточно быстро. Тесто мягкое, немного липковатое, но к рукам не пристает. Далее, во время расстойки теста и его брожения, клейковина в тесте еще будет развиваться. Выкладываю тесто в миску. Миску предварительно немного смазала растительным маслом. Немного выравниваю поверхность теста. Миску с тестом накрываю и оставляю тесто на расстойке на 5 часов. За время расстойки, примерно в середине, я сделаю тесту одну отминку. И сразу же подготавливаю изюм. Здесь у меня ровно 1 стакан изюма. Изюм я хорошо промыла под проточной водой. Добавила к изюму 2 столовые ложки коньяка. Все хорошо перемешиваю. И получается, что изюм с коньяком также будет у меня настаиваться 5 часов. Через 5 часов тесто увеличилось в объеме примерно в 2,5 раза. Вот посмотрите, какое тесто, какое оно воздушное, пористое. Выкладываю тесто на рабочую поверхность. Рабочую поверхность немножко смазываю растительным маслом, чтобы с тестом легче было работать. Можно, конечно, вместо масла присыпать рабочую поверхность мукой, но мне кажется, что эта мука уже будет лишней. Тесто слегка растягиваю и выкладываю на тесто подготовленный изюм. В прошлые годы, помимо изюма для начинки штолена, я использовала еще цукаты, различные сухофрукты. В этом году решила попробовать штолен только с грецким орехом и изюмом. Мне кажется, что это будет не менее вкусно, а возможно и даже больше понравится. Теперь изюм нужно вмешать в тесто. Удобнее сначала слегка закрыть изюм тестом со всех сторон, а потом уже начинать изюм вмешивать в тесто. Изюм я в тесто вмешала, это было совсем несложно. Теперь делю тесто на 2 равные части. Это у меня будет 2 заготовки штолена. Каждую часть округляю. И далее буду придавать заготовкам классическую форму штолена. Можно придать штолену вот такую форму. Считается, что такая форма символизирует спеленутого младенца Христа. А еще можно тесто свернуть гармошкой. Это тоже довольно распространенная форма для штолена. Сформованные заготовки отправляю на противень. Поместила заготовки на противень, покрытый пергаментом, на достаточно большом расстоянии друг от друга, потому что и при расстойке, и при выпечке заготовки очень увеличатся в объеме. Заготовки накрываю и оставляю на расстойке на 1,5 часа.
Вот смотрите, как за время расстойки заготовки увеличились в объеме. Отправляю заготовки на выпечку в хорошо разогретую духовку до 200 градусов по Цельсию на 35-40 минут. Вот такие штоллины после выпечки. Выпекала я их примерно 38 минут без конвекции, режим выпечки вверх-вниз. Еще хочу напомнить, что у меня в духовке постоянно находится камень для выпечки. Камень, как мы знаем, выравнивает температуру в духовке. И благодаря этому выпечка получается румяной, равномерной со всех сторон. Еще хочу сказать, что через 20 минут после начала выпечки я все-таки накрыла мои штоллины пергаментом для того, чтобы их верхушки сильно не зарумянивались. Сразу же после выпечки, пока штоллины горячие, я обильно смазываю их сливочным маслом. Далее одеваю штоллины в сахарную шубку, примерно вот так. И по мере того, как сахарная пудра будет подтаивать, я буду ее еще подсыпать. Оставляю штоллины остужаться не менее чем на 12 часов. Когда штоллины полностью остынут, я еще раз обсыплю их сахарной пудрой, обсыплю со всех сторон, плотно заверну в фольгу и отправлю на хранение в прохладное место до Нового года. Все это время штоллины будут дозревать, вкус и аромат штоллинов будет насыщаться. Человеку, который ни разу не пробовал выдержанный штоллин, трудно представить, какая это вкуснотища. Все-таки попробуйте испечь этот шедевр. До Нового года еще достаточно времени. Всем здоровья, удачи, добра и увидимся в следующем ролике.